Так, приветствую вас, дорогие мои зрители, слушатели, подписчики, а также случайно забредшие товарищи. Вот я, как и обещал, веду репортаж с улиц города-героя Тель-Авива. Вот, сейчас идут военные действия. Мне нужно было быть или небритым, или в мятой майке. Я выбрал мятую майку и решил все-таки побриться. Чтобы было ощущение, чтобы передать вам ощущение некоторой тревожности, можно сказать, своим внешним видом. Но помимо внешнего вида, еще я могу вам сейчас показать улицы. Вот покажи вот здесь вот пустые столы. В общем-то, людей на улицах стало больше, заметно больше, чем было в начале войны. Но дело в том, что их в любом случае, наверное, в десятки раз меньше, чем здесь должно быть. Здесь должно быть все вот к этому часу, когда мы вот сейчас вещаем, когда я сейчас вещаю, к этому часу здесь должны быть десятки, сотни людей. Ведь в Тель-Авиве очень много молодежи, у всех по много детей. Дети имеют свойство вырастать, становятся молодежью. Молодежь ходит вся туда-сюда, вот, встречаются, дружат и так далее, и наполняют этот город шумом, смехом и всякими прочими молодежными крайностями в мирное время. Сейчас, конечно, людей очень мало. Но вот кафешки, они работали, в принципе, всю войну, с самого начала войны. И я выходил, и было совсем пусто, да. Я обычно один здесь был на всей этой улице. Сейчас, видите, народ добавился. Все мелкие магазинчики и маленькие кафе работали. Потому что, во-первых, людям, которые в них работают, было несколько веселее, чем дома сидеть. И тем немногочисленным прохожим, которые ходили здесь в это время, тоже было немножко веселее. И я тоже выходил из дома, в этом не было никакой необходимости. Просто сидеть все время закрытым, тоже так себе развлечение, да? Это все очень напоминает, я уже где-то говорил, это все очень напоминает COVID такой, next level, да? Потому что и COVID представлял некоторую угрозу для жизни, и сейчас, сами понимаете, война тоже мало приятная ситуация. Что я еще хочу сказать по поводу бомбежек? Очень много спрашивают меня и всех моих знакомых, насколько опасно. Я имею в виду люди из других стран и из других полушарий, да? Ну, смотрите, вот сейчас уже можно подвести некие итоги, да? Ну вот сколько, уже больше 2 недель это все идет. Ну, в принципе, очень мало сообщений, именно в Тель-Авиве очень мало сообщений о раненых. Убитых, слава богу, нет, если я не ошибаюсь. Ну, то есть понятно, что если отмотать там сколько, около между 15 и 20 днями, ну с разной же интенсивностью было, но считать так грубо 15-20 дней, то понятно, что за это время, наверное, в всяких ДТП больше народу пострадало. Это, конечно, работает ПВО, работает железный купол. И, конечно, работает то, что люди не шляются по городу. Если бы ходили, то как минимум бы от осколков ПВО там падают куски по 3-5 килограммов. Не обязательно, но бывает. Падают куски от наших ракет. Понятно, что такое на голову прилететь приятно не будет. Что сказать? Ну, на улицах... Вот покажи еще вот эту нашу кафешку. Покажи это сам. Вот я взял половину шаурмы. Это половинка, чтобы вы понимали. Вот. Слухи о том, что здесь очень дорого, кстати, тоже сильно преувеличены. Не дороже, чем в любом другом городе мира, большом. А может даже местами и подешевле. Вот. Ну что, желаю себе и нам всем победы. Ну вот. Тем более, что она неизбежно наступит. Хотелось бы, чтобы с меньшими жертвами. Поэтому слава Украине, которая борется сейчас с всемирным злом, с тем ответвлением. Слава Израилю, который здесь нашел свою
поле битвы. И слава всем людям доброй воли. Да, и ставьте лайки. Понимаете, вот если вы лайки не будете ставить, то это никто не увидит, даже вы сами. И никто не увидит мою шаурму. И комментарии тоже пишите. В общем, даже пофигу, что вы там напишите, но даже можете писать хорошие. Вот, потому что это тоже повысит просматриваемость. Вот такой у нас бартер. Я вам рассказывал и показывал шаурму, а вы ставите лайки и пишите комментарии. Заметьте, денег я не прошу. Пока. Всего.